Дорогие друзья, канал «Домашняя кухня» с Аллой приветствует вас. Друзья, всем привет! Сегодня с вами готовим вот такие красивые вареники с творогом. Это блюдо может быть замечательным завтраком выходного дня. Итак, давайте приступим к приготовлению. Друзья, для теста я взяла 250 мл молока. Выливаю в миску. Беру одно яйцо. Чайную ложку соли без горки. И все это венчиком взбиваю. Для вареников с творогом я люблю делать тесто на молоке. Вы можете делать на воде, как привыкли, но в этом рецепте мне нравится больше молоко. И теперь у меня в миске отвешено 500 грамм муки, и я постепенно буду ее добавлять. И буду замешивать тесто пока ложкой. В тесто добавим 2 столовые ложки растительного масла. В ту же ложку, которой мешали. Еще подсыпаю муки. Теперь уже ложкой мешать трудно. Включаю ручной миксер, то есть руки. Муку все не высыпайте сразу. Вот я чувствую, что тесто еще мягкое, надо еще мука. Досыпаю немножко. Теперь оставшуюся муку я высыпаю на стол. И выкладываю на него тесто. Оно еще по-прежнему мягковатое. На столе просто легче вымешивать. И теперь процесс замеса теста я буду делать на столе. Друзья, оставшееся тесто после лепки вареников вы можете оставить в морозильной камере до следующего раза. Тесто готово, оно уже не липнет к рукам. Оно уже имеет такую консистенцию, что можно оставлять его уже на полчаса в полиэтиленовом пакете, а тем временем займемся начинкой. Друзья, в миске у меня 400 грамм творога 9%, 2 столовые ложки сахара и желток одного яйца. Все это вилкой перемешиваю. Начинка готова, она хорошо перемешана. Теперь осталось раскатать тесто и сделать варенье. Друзья, тесто у нас уже отлежалось. Для его раскатки я воспользуюсь вот такой раскаточной машинкой. А вырезать сочни для вареников мне поможет вот такое кулинарное кольцо диаметром 7 сантиметров. Отрезаю небольшой кусочек. Основной кусок теста я откладываю в пакет. Обсыпаю кусок теста мукой. И раскатываю. Еще раз обсыпаю тесто мукой с двух сторон. И опять пропускаю через раскаточную машинку. Вот у меня получилась такая полоса.
И я вот этой вырубкой делаю сочни для вареников. Вот это тесто я отправляю к основному в пакет. Опять-таки, чтобы оно не заветрилось. И начинаю делать вареники. Чайную ложку творога выкладываю на середину кружочка и соединяю концы. Тесто замечательное, мягкое, податливое. Друзья, еще хочу сказать, что тесто для вареников я раскатываю немного толще, чем для пельменей. Примерно толщина 2-3 миллиметра. Таким образом, у нас начинка при варке вареников не выпадет, и вареники будут сочными и вкусными. Вареники делаю простые, без каких-либо завитушек. Вот такие обычные, красивые, простые вареники. Друзья, вареники готовы, осталось их отварить. В кастрюлю с 2 литрами воды я всыпаю чайную ложку соли неполную и опускаю вареники. После того, как поместили вареники в кастрюлю, их обязательно нужно помешать, чтобы они не прилипли к дну кастрюли. После всплытия вареники варим 2 минуты и достаем шумовкой. Вареники поливаем растопленным сливочным маслом, а также сверху сметаной. Ну и пробуем. Вот такие вареники внутри. Очень вкусные, сладкие, прям слюнки текут. Делайте свое меню разнообразным и вкусным. Приглашаю подписаться на мой канал, поставить лайк, если понравилось видео. До новых вкусных встреч. Всем пока-пока. Дорогие друзья, благодарю вас за подписку на канал. Всем вам желаю здоровья и успехов.